Наше вам кубическое здрасте. Меня зовут Алексей Зуйков, это «Железный занавес» на канале 2 в кубе. Что нужно для того, чтобы сварить зелье? Хвост скорпиона? Крыло летучей мыши? Может быть, корень мандрагоры? Нет, в настольной игре Alchemists для зельеварения вам понадобится ваш смартфон или планшет. Коробка набита компонентами практически под завязку, а книга правил пугает объемами. Но не все так сложно, как кажется на первый взгляд. Каждому игроку полагается лаборатория, в которой он будет варить свои зелья. Она же станет ширмой для сокрытия своих исследований от других игроков. В начале каждого раунда игроки задают очередность хода. Чем позже ты планируешь ходить, тем больше полезных карт получишь, но в чем-то тебя могут банально опередить. Игроки располагают определенным количеством кубиков действий, которые они будут отправлять на поле в выбранной очередности. Как только все игроки выставили все кубики, действия начинают разыгрываться в определенном порядке. В лесу можно собрать ингредиенты для зелий, собирая открытые или закрытые карты. Лишние ингредиенты можно превратить в золото. Далее следует рынок, на который каждый ход прибывают путники, каждый со своими запросами. Если удастся смешать требуемое им зелье, можно получить денег. За эти деньги затем можно приобрести полезные или ценные артефакты. В коллегии можно попытаться опровергнуть чужую теорию, зарабатывая авторитет, либо самому выносить новые теории. Далее можно опробовать зелье на студенте или на самом себе. Причем, если отрицательным зельем напоить студента, он откажется пробовать другие зелья бесплатно до конца раунда. А вот если самому выпить такую гадость, можно получить негативный эффект. Затем может произойти конференция, которая вознаградит удачливых теоретиков повышением репутации. И, наконец, раунд завершается. Всего в игре будет 6 раундов, в последнем из которых доступно также дополнительное действие – демонстрация алхимических изысканий на публике. Теперь мы знаем, какие действия есть в игре, но все еще не знаем самого главного – как же варить зелья? На руках у нас будут различные карты ингредиентов. Бросив в котел любую пару из них, вы варите зелье. И вот тут-то в дело вступает ваш телефон. Игра предлагает скачать особое приложение, которое для каждой новой партии задает уникальное соответствие формулы каждому ингредиенту. Фишка в том, что игроки не имеют представления о том, какому ингредиенту какая формула соответствует, и проверить это можно только опытным путем. При смешивании двух ингредиентов вы получаете зелье одного из 7 типов. Тип зелья будет таким, каково соотношение двух символов одинакового цвета и значения, но разного размера. Соответствующий жетон помещается в вашу таблицу на пересечении колонок обоих элементов. Таким образом, вы понимаете, что если вы получили красное зелье с плюсом, оба этих ингредиента не могут иметь в красном кружочке минус. Эти значения можно вычеркнуть из алхимической таблицы. Варя новые зелья, вы будете все сильнее сужать круг поисков и, наконец, сможете узнать точное соответствие. Но это не обязательно для вынесения теории. Вынося теорию, вы предполагаете, что такой-то элемент соответствует такой-то формуле, а затем кладете свою печать рядом. Печати со звездочкой обозначают количество очков, которые вы получите, если опознали элемент верно. Печати с вопросиком – страховки от получения штрафа при ошибочной теории. Таким образом можно блефовать. Кстати, вынесение нескольких теорий о близких ингредиентах может принести научный грант. Чужую теорию можно поддержать, если не успеешь публиковать ее сам или захочешь примазаться к чужой славе. А вот опровержение теории позволяет поставить под сомнение теорию другого игрока. Выберите ингредиент, а затем его элемент. Приложение покажет вам правильный знак для этого ингредиента. Успешное опровержение не только снимет ложную формулу с поля теорий, но и добавит вам репутации и отнимет ее у всех сторонников ложной теории. Но вот если вы не сможете опровергнуть теорию, репутацию потеряете сами.
Точное знание формул элементов позволит вам варить нужные зелья для продажи и для публичной демонстрации, а значит поможет вам добиться высокой репутации среди алхимиков и победить в игре. Алхимики — это евроигра на размещение действий с очень необычным вариантом использования электронного приложения. Оно здесь нужно не только для красоты и вау-эффекта, но и как генератор случайных чисел, каждую партию присваивающий различные формулы к каждому элементу. При отсутствии девайс можно заменить отдельным игроком, который будет высчитывать все это с помощью специального игрового планшета, но это долго и довольно скучно. Средняя партия в алхимиков, кстати, продлится часа 2, к этому тоже надо быть готовым. Некоторым игрокам может быть довольно сложно понять принцип работы алхимии. Я сам, честно сказать, врубался довольно долго. Но понявшим ее суть, игра помимо прекрасного оформления подарит еще и довольно интересный и необычный игровой процесс. Алхимики лишены фактора случайности и требуют внимания и расчета, но при этом позволяют блефовать и полагаться на удачу в вынесении, подтверждении и опровержении теорий.